Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых спорных медицинских экспериментах над людьми, где лоб в лоб сталкиваются наука и этика. Ни для кого не секрет, что иногда путь к прогрессу был отмечен в истории темными страницами, и ради научного открытия нарушались права человека. Но как далеко готовы зайти исследователи ради достижения результата? В этом видео мы расскажем о тех экспериментах, которые вызвали бурные споры и оставили глубокий след в сознании общества. Вы узнаете, почему Лоретта Бендер подвергала детей шоковой терапии, почему Генри Коттен лечил безумие хирургическим путем, зачем Хэ Цзянькуй рискнул всем и создал первых в истории генетически модифицированных детей, и какие последствия имели эти и другие эксперименты для их участников. Готовы к шокирующему путешествию по страницам истории медицины? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые захватывающие выпуски. А теперь поехали! Лоретта Бендер, шоковая терапия и ЛСД для детей. Лоретта Бендер известна всему миру как талантливый американский психиатр, придумавший гештальт-тест Бендер – визуально-моторный тест, которым специалисты пользуются по сей день для оценивания координации ребенка и его способности к познанию. Однако ее вклад в развитие мировой психиатрии был не таким безобидным, как может показаться на первый взгляд. Бендер также занималась несколько более спорными исследованиями. Будучи психиатром в больнице Бельвью в 1940-х годах, она диагностировала у многих детей детскую шизофрению и стремилась лечить этих пациентов. Важно отметить, что современные специалисты, скорее всего, диагностировали бы у этих детей нарушение развития или нарушение поведения. Однако Бендер ежедневно подвергала этих детей шоковой терапии в попытке вылечить их от этого расстройства. Некоторым детям Лоретта устраивала по 2 сеанса электрошока в день на протяжении 3 недель. Помимо этого, Бендер также вводила детям дозы ЛСД и псилоцибина, химического вещества, содержащегося в галлюциногенных грибах, которые делали их полностью невменяемыми. Если вдруг состояние детей было недостаточно тяжелым, дозы вводимых веществ увеличивали. Как будто шоковой терапии было недостаточно. Все же Лоретта считала, что жесткая электрошоковая терапия – прорыв в лечении людей с психиатрическими расстройствами. Позже ее коллеги сообщили, что она никогда не проявляла никакого сочувствия к детям, находящимся в эксперименте. В конечном итоге доктор Бендер использовала шоковую терапию для около 100 детей, младшему из которых было всего 3 года. Психиатр заявила, что подобные меры помогли большинству детей, и только у некоторых из них впоследствии наблюдался рецидив. Доктор Генри Коттен и лечение безумия хирургическим путем. В XIX веке число душевнобольных начало стремительно расти. В сумасшедшие дома все чаще стали попадать даже богатые люди, и причиной тому были технический прогресс и новые инвестиционные возможности. Однако доктор Генри Коттен считал, что основополагающими причинами безумия являются локализованные инфекции. После того, как Коттен в 1907 году стал главой психлечебницы в американском городе Трентон, он начал внедрять процедуру, названную им хирургической бактериологией. Коттен провел тысячи операций на пациентах, часто без их согласия. Главным источником заражения он считал зубы, ведь из-за них воспаляются десна, а десна находятся недалеко от мозга, поэтому вначале он удалял пациентам зубы. Если этого было недостаточно, то он заходил еще дальше и удалял гланды и внутренние органы, которые считал источниками проблемы. Коттен верил в свою методику так сильно, что даже применил ее на самом себе и своей семье. Удалил зубы своей жене и 2 своим сыновьям, одному из которых также была удалена часть толстого кишечника. Коттен утверждал, что его лечение было крайне эффективно. Он оправдывал смерть более 40 человек от колектомии, заявив, что больные страдали от психоза в терминальной стадии еще до операции. Позже независимое исследование показало, что Коттен сильно преувеличивал результаты. После его смерти в 1933 году операции больше не проводились, а взгляды Коттена канули в лету. И слава богу! Альберт Клигман и эксперименты в тюрьме Холмберг. Американская тюрьма Холмберг могла бы войти в учебники истории не как место лишения свободы, а как террор-дом или крупнейшая лаборатория под замком.
В этой тюрьме в Филадельфии, начиная с 1950-х годов, заключенных превращали в подопытных кроликов для дерматологических, фармацевтических и даже военных экспериментов. Главным руководителем этих спорных экспериментов был известный дерматолог Альберт Клигман. Клигман работал на армию США, а также на компанию Dow Chemical, производившую химическое оружие, гербициды и прочие опасные вещества. В годы войны во Вьетнаме Доу предоставила ему грант в размере $10 тысяч на исследование свойств диоксина. Доктор вколол токсичное вещество 70 заключенным, отчего у них появились страшные незаживающие язвы. Испытуемых не лечили в течение 7 месяцев. Другим заказчиком Клигмана была компания Johnson & Johnson, которая хотела знать, какой эффект произведут ее кремы и пудры на человеческую кожу. Благодаря этим заказам тюремные добровольцы постоянно чем-то мазались и красились. Разумеется, добровольцам платили, хоть и немного, но они не были полностью проинформированы о возможных неблагоприятных последствиях. В результате многие химические смеси привели к возникновению на коже волдырей и ожогов. В 1970-е на тюрьму обрушилась волна критики. Скандалы, расследования, сравнения с нацистскими лагерями, сенатские слушания и появившийся интерес к Нюрнбергскому кодексу сделали свое дело. К концу десятилетия эксперименты в США на заключенных начали сворачивать. А Холмберг стал символом того, как легко наука может переступить через мораль, когда объектами исследований становятся люди за решеткой. Артур Вентворт и эксперименты по люмбальной пункции на детях. Еще одно светило американской медицины доктор Артур Вентворт занимался тем, что вводил детям в спинной мозг металлическую спицу. И не по медицинским показаниям, а ради науки. Как родители детей подобное допускали? Никак. Они даже не знали, какие эксперименты над их чадами ставит доктор. В целом, люмбальная пункция часто является необходимой процедурой для выявления менингита, однако это болезненное вмешательство, которое не проводят просто так. Но Артур Вентворт в 1896 году, будучи врачом-педиатром, проделал подобные операции на около 30 детях. Зачем? Просто чтобы выяснить, насколько процедура была действительно болезненна. В то время почему-то считалось, что это не больно. В конце исследований Вентворт пришел к заключению, что пункция очень полезна для постановки диагноза, хотя бывает временно болезненной. Многие коллеги раскритиковали эти эксперименты. В итоге растущее общественное негодование вынудило Артура Вентворта оставить преподавание в Гарвардской медицинской школе. Лео Стэнли и трансплантация яичек. Доктор Лео Стэнли был главным хирургом знаменитой американской тюрьмы Сен-Квентин. За время своей службы он провел на заключенных немало жутких экспериментов, в том числе эксперимент с имплантацией яичек. Дело в том, что Стэнли считал, что мужчины, совершившие преступления, имели низкий уровень тестостерона. Он верил, что заключенным нужно просто повысить уровень этого гормона, и они исправятся. Правда, Стэнли проделывал это странно. Он брал яички казненных преступников и вшивал их живым осужденным. Когда человеческого материала не хватало, Стэнли стал использовать яички разных животных – баранов, козлов и хряков, которые предварительно обрабатывал различными жидкостями, а потом вводил под кожу заключенных. Естественно, начиналось отторжение и, как правило, с осложнениями. Тогда Стэнли изменил тактику и стал делать заключенным инъекции. Измельчив половые железы животных в пюре, он вводил их в мышцы несчастным. Это была процедура, в которую Стэнли твердо верил. Он думал, что она лечит, среди прочего, акне, астму и депрессию, а также омолаживает организм. За свои почти 40 лет работы врачом в тюрьме Сан-Квентин Лео Стэнли провел тысячи подобных процедур на заключенных. И в этих людях он видел лишь подопытных кроликов. Джеймс Мэрион Симмс и вагинальная операция без анестезии. До XIX века гинекология как наука была развита весьма посредственно, если не сказать никак. Одним из первых исследователей этой области был американский врач Джеймс Мэрион Симмс, который сыграл важную роль в разработке хирургических методов, извлечения физических травм влагалища и разработке ряда инструментов в сфере гинекологии и акушерства. Однако по сей день он считается одной из самых противоречивых фигур в истории медицины.
Ведь ему удалось сделать невероятный прорыв, но ценой страданий самого незащищенного тогда слоя населения – темнокожих рабынь. В 1840-х годах Джеймс Симс приступил к обширным исследованиям в области женской хирургии. В качестве подопытных он использовал темнокожих рабынь. До сегодня сохранились имена лишь 3 из них – Бетси, Анарха и Люси. Исследование было нацелено на хирургическое лечение пузырно-влагалищных свищей. Все рабыни шли на операцию добровольно, они видели в них хоть какой-то шанс вылечиться. Девушек оперировали без анестезии. Разрезали и накладывали швы снова и снова. Да, 4-летние опыты над женщинами привели к успеху. Симс отточил технику до совершенства и научился ликвидировать различные виды фистул. Когда серия опытов завершилась, Симс прооперировал еще десяток страдающих от пузырно-влагалищных свищей рабынь, которых покупал специально для этих целей и излечил их. Но мы уже никогда не узнаем, остались ли эти женщины благодарны Симсу за излечение или ненавидели до конца жизни за то, сколько боли он им причинил. Доктор Уолтер Джонс и обливание кипятком. Облить человека кипятком ради пытки? Нет, ради лечения. По крайней мере, так считал доктор Уолтер Джонс. В 1840-е годы он тестировал на рабах собственный способ лечения пневмонии, развивавшейся на фоне брюшного тифа. И нарушение клятвы Гиппократа он объяснял заботой о больных. Да, Уолтер Джонс на полном серьезе лечил тифозную пневмонию обливанием кипятком. Много месяцев он испытывал эту методику на рабах. Джонс в мельчайших подробностях описал, как одного больного 25-летнего мужчину раздели, положили на живот и вылили ему на спину около 20 литров кипятка. На этом страдания бедолаги не закончились. Данную пытку, то есть процедуру, необходимо было повторять каждые 4 часа, что, по мнению врача, должно было восстановить капиллярное кровообращение. Джонс утверждал, что спас многих, но эта информация не имеет независимого подтверждения. И неудивительно. Роберт Бартолоу и воздействие электрическим током на мозг. В 1847 году Роберт Бартолоу лечил больную по имени Мэри Раферти, страдающую от язвы в черепе. Язва в буквальном смысле проела часть черепной кости, и мозг женщины был виден через это отверстие. С разрешения пациентки Барлоу вставил электроды непосредственно в мозг и, пропуская по ним разряды тока, стал наблюдать за реакцией. Он повторил свой эксперимент 8 раз в течение 4 дней. Так врач пытался доказать свою теорию о том, что воздействие электрических разрядов может помочь активизировать регенерацию клеток костной ткани. Поначалу казалось, что Раферти чувствовала себя прекрасно, но на более поздней стадии лечения она впала в кому и через несколько дней умерла. А чего еще можно было ожидать после такого активного использования электрошока? Этот случай настолько сильно возмутил общественность, что Бартолоу пришлось уйти со своего поста. Но уже через пару лет он снова вернулся к своим опытам и стал профессором в медицинском колледже Джефферсона. Видимо, даже сумасшедшим ученым сильно везет в жизни. Леонард Бейли и пересадка ребенку сердца бабуина. 14 октября 1984 года родилась Стефани Фэй Боклер, больше известная как Бэйби Фэй. Девочка родилась с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. По меркам того времени у малышки шансов не было совсем. Синдром гипоплазии левых отделов сердца – это сразу несколько пороков сердца вместе, и ребенок погибает в первые же дни или недели своей жизни после закрытия открытого артериального протока. Девочке могла бы помочь только пересадка сердца. Да, такие операции уже умели делать, только вот где взять донора для новорожденного? В 1984 году на это фактически не было никакой надежды. Кроме того, у родителей Фэй отсутствовала медицинская страховка, а трансплантат, даже в случае, если бы он нашелся, стоил $250 тысяч. Поэтому хирург-педиатр Леонард Бейли решился на отчаянный шаг. Бейли предложил родителям девочки пересадить сердце бабуина, и те согласились. Так, 26 октября первая в истории медицины операция по пересадке сердца бабуина ребенку завершилась полным успехом. С точки зрения хирургии операция прошла безупречно. Ребенок выжил и благополучно прожил еще 2 недели. А потом случилось ожидаемое.
Началось отторжение. Жизненно важные органы Фэй начали отказывать один за одним. И 15 ноября в возрасте 1 месяца и 1 дня Бэби Фэй, как ее стали называть потом во всех медицинских пособиях, умерла от почечной недостаточности. Данная операция стала предметом широкой этической и юридической дискуссии. Однако многие считают, что тот резонанс, который она породила, позволил Бейли уже через год сделать первую успешную пересадку сердца младенца с использованием аллотрансплантанта. Случай с младенцем Фэй и роль Бейли в нем стали очень интересным примером для разбора с точки зрения медицинской этики. Хэ Дзянкуй и эксперимент по рождению генетически модифицированных детей. 28 ноября 2018 года мир облетела новость о рождении детей с отредактированными генами. Это было дело рук китайского профессора по имени Хэ Дзянкуй. По сути, он совершил настоящую революцию в биологии и медицине и провел успешный эксперимент по созданию первых в истории генетически модифицированных детей. Однако, в отличие от большинства других революционных научных экспериментов, этот проводился в тайне. О нем ничего не знали ни администрация университета, где числился профессор, ни руководство клиники, где прошли роды, ни китайские власти, ни научное сообщество. Оно и неудивительно, генетические эксперименты над человеческими эмбрионами законодательно запрещены в большинстве стран мира, в том числе и в Китае. Китайский генетик Хэ Дзянкуй хотел привить двум близняшкам неуязвимость к ВИЧ. Поэтому он взял у пары, которая хотела иметь детей, яйцеклетки и сперматозоиды, и провел обычное оплодотворение в пробирке. Но до того, как оплодотворенная яйцеклетка начала делиться, ученый с помощью генетических ножниц CRISPR-Cas9 отредактировал один ген. Этот эксперимент вызвал резкую критику, а результаты оказались неоднозначными. Китайские власти сообщили, что родители не были должным образом осведомлены о сути эксперимента. Хэ также подделал некоторые документы и обманул сотрудников медицинского центра, где проводились процедуры. Да и с научной точки зрения эксперимент Хэ был не идеальным. Прежде всего, внесенная мутация не повторяла естественную. Поэтому будет ли получившаяся мутация эффективна, предсказать было нельзя. А намеренно заражать детей ВИЧ, чтобы проверить это, было бы и вовсе за гранью. Впоследствии Хэ Дзянкуя приговорили к 3 годам тюрьмы и штрафу почти в $500 тысяч. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какой медицинский эксперимент над людьми из нашего видео вы считаете самым спорным и бесчеловечным.